Привет, Арми. Бывают моменты, когда кажется, что мир замер не из-за катастрофы, не из-за скандала, а потому что кто-то возвращается домой. Сегодня это случилось снова. Тэхён вернулся домой, и всего 3 фотографиями, 3 снимками, сделанными одновременно, он заставил весь интернет, весь фандом затаить дыхание в одно мгновение. Было что-то странное, что-то слишком сильное, чтобы быть совпадением. Дело было не только в его потрясающей внешности, не только в его непринужденной, неоспоримой харизме. Дело было в послании, переданном маленькой деталью, чем-то, что может показаться незначительным для некоторых, но для тех, кто внимательно следил за историей Тэхёна и Чонгука годами, эта маленькая деталь ощущалась как громкий невысказанный голос. «Слишком ветрено, чтобы бежать», так гласила его подпись. Простая, непринужденная, как будто это ничего не значило. Но мы все знаем, если бы Тэхён просто хотел опубликовать обычное фото, он мог бы сделать это в любое время, но сегодня он выбрал именно это время. Он выбрал эти слова, и он выбрал этот цвет, красный. Красные шорты, красную сумку, визуальный узор, который повторялся так долго, слишком специфичен, чтобы считаться случайным. И снова за этими фотографиями скрывалась крошечная искорка, огненная энергия, то, что многие узнавали так энергию Чонгука. Когда-то давно Тэхён был там, и что-то было идеальным. Когда он вернулся домой, весь фандомный мир содрогнулся. И сегодня он вернулся домой. Когда Тэхён опубликовал эти фотографии, весь мир замер, просто наблюдая за ним. Никакого тизера, никакой прямой трансляции, никакого особого сообщения, просто фотографии. Просто тишина. Но молчание Тэхёна никогда не было по-настоящему тихим. Он всегда говорил то, что могли понять только те, кто смотрел на него всем сердцем, а не только глазами. Первое фото словно говорило «я вернулся». Второе фото словно шепчет «я в порядке». А третье словно намекает «я не один в этой истории». Не потому что в кадре человек, а потому что есть история, которая никогда не померкнет. И вот с этого все и началось, с красного цвета. Некоторые видят только ткань, другие только аксессуары, но для тех, кто следил за путешествием Тэхёна и Чонгука с самого начала, этот цвет стал символом, не требующим объяснений. Красные шорты, маленькая красная сумка, не кричащая, но достаточно реальная, чтобы вызвать чувство узнавания, как маленькая табличка с надписью «Я все еще помню». Какова бы ни была правда, Тэхён знает, что такие детали никогда не ускользают от его поклонников, и он сознательно ими делится. И каким-то образом, каждый раз, когда он делится чем-то, казалось бы, простым, в этом всегда есть тень Чонгука. Он никогда не упоминает его имени, ему это не нужно. Его история всегда между строками, а не в письмах. И прежде чем кто-либо успел вздохнуть, вновь возникает видение видео SSG. Тот момент, когда Тэхён крутил обруч, словно его тело было рождено для танцев с ветром. Его движения были естественные, невинные и счастливые. Чистая версия самого себя, не работающий, не выступающий перед камерой, просто будучи самим собой. То, что когда-то было слитым видео, теперь он сам его опубликовал. Не было никаких сомнений. Ты знал, чем он делится, с кем он этим делится и что это значит для тех, кто следил за его жизнью. Иногда ему просто нужно было сказать «я здесь, я присутствую, я вижу тебя». И этого было достаточно. Но это было не только сегодня. Было что-то большее. Что-то вернулось, как воспоминание, которое никогда не сотрется. Воспоминание 3-летнего Наму, о котором до сих пор вспоминают. Тот момент, когда Чонгук закончил выступление на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA, представляя Корею перед всем миром и очаровывая миллионы. Все думали, что он пойдет домой, отдохнет, переведет дыхание после такого бремени, но он этого не сделал. Он отправился в отель Paradise City, самый роскошный, самый уединенный, самый эксклюзивный, и там его ждал Тэхён. Не ради контента, не ради рекламы, не ради расписания, не ради камер, ради единения. И когда этот момент закончился, мы бы никогда не узнали, что там произошло, если бы они не решили им поделиться. Видео-челленджи, которое могло показаться простым, то, что выглядело как спонтанная игра, оказалось совсем не таким. Режиссер, Тэхён, монтаж, Чонгук. 2 коротких предложения, которые кому-то могут показаться забавными отсылками, но для других это было самым явным доказательством того, что они были там вместе, создавая что-то для себя, а не для компании. Никакой съемочной группы, никакого сценария, никакого плана, никаких профессиональных камер,
только они. И даже здесь выделялась одна маленькая деталь. Тэхён в толщётке с Ирин, той самой, которую Чунгук получил в подарок в Катаре. Это не совпадение. Со временем Тэхён и Чунгук раз за разом демонстрировали одно и то же. Они ничего не доказывают, они просто существуют. Когда один устаёт, другой появляется без слов. Когда один борется, другой рядом. Не для камер, а для самого человека. Такой близости не нужна сцена, не нужна похвала, не нужно одобрение. И именно это делает их отношения, какими бы они ни были, такими крепкими. Постоянными, спокойными, недраматичными, ненавязчивыми, нетребовательными, но всегда осязаемыми. Но с другой стороны, фандом не всегда справедлив. Небольшие жесты между Тэхёном и Чунгуком часто подвергаются сомнению, критике, непониманию, в то время как когда кто-то другой делает то же самое, все вдруг кажется нормальным и милым. И это поднимает большой вопрос. Действительно ли поведение участников группы объективно, или каждый просто видит то, что хочет верить? Потому что, честно говоря, почти все участники группы продемонстрировали близость. Почти все они разделили теплые моменты, почти все они опирались друг на друга. Но реакции фандома различаются не из-за поступков, а из-за предустановленных ожиданий. Но одно остается неизменным. Каждый участник заслуживает уважения, а не сравнений. И именно поэтому для многих фанатов момент с Pool Villa Deluxe 3 года назад остается самым искренним подарком Тэхёна и Чунгука в миру. Не из-за того, что место было роскошным или челлендж стал вирусным, а из-за того, что он не был предназначен для нас, а все же они решили им поделиться. И сегодня, когда Тэхён вернулся домой, опубликовал эти фотографии, когда красный цвет вновь появился, когда эта энергия вновь ощутилась, мы вспомнили кое о чем. Их, возможно, не часто видят вместе, но они никогда не чувствовали себя оторванными друг от друга. В конечном итоге все, что мы видим сегодня — новое фото, красный цвет, момент с SSG, безмятежная улыбка Тэхёна — не требование. Не код, который нужно расшифровать, или головоломка, которую нужно разгадать. Это просто момент, которым он решил поделиться. Момент, который ощущается теплым, ярким и полным присутствия. И, пожалуй, этого более чем достаточно. Если Тэхён и Чунгук что-то нам и показали за эти годы, так это вот что. Близость не обязательно должна быть громкой, чтобы быть настоящей. Будь то их отношения родственных душ, близких братьев или чего-то большего, нам не нужно навешивать ярлыки, чтобы ценить их. И сегодня Тэхён Анёв показывает, что ему не нужны слова, чтобы заставить нас чувствовать. Всего с несколькими фотографиями он возвращает нас к воспоминаниям, символам и долгому пути, который мы прошли вместе за эти годы. И за это мы благодарны. Помните, все, что мы обсуждаем в этом видео, лишь догадки и интерпретации фанатов, мы уважаем частную жизнь участников и поддерживаем их в любых отношениях, в которых они счастливы. Увидимся в следующем видео.